Здравствуйте! Перед тем, как я перейду к отдельным высказываниям известных личностей, я хотела бы отметить, что многие известные ученые, общественные деятели, экологи, предприниматели, публицисты в разные годы высказывались о проблеме перенаселения Земли. Некоторые из этих заявлений были очень резкими и содержали рассуждения о необходимости огромного, значительного сокращения численности населения всей планеты. Кто-то хотел сокращать до 1 миллиарда человек, в отдельных случаях высказывались гораздо меньшие цифры, то есть известные личности говорили, что необходимо сократить население всей планеты вплоть до 100 миллионов человек, и 1 миллиард это слишком много оставлять на Земле. Подобные высказывания вызывали, конечно, широкий общественный резонанс и острую критику. Но нужно различать личное мнение отдельных людей, нужно различать философский или экологический взгляд и реальные политические программы, которые имеют своей целью сократить популяцию человечества. Далеко не каждое громкое заявление означает призыв к насильственному сокращению населения или отражает какую-то общепринятую научную позицию, но не редкость бывали и высказывания под видом экологической программы, в которых скрывается стерилизация женщин и мужчин. Конечной целью этих программ является сокращение населения планеты, нашей планеты Земля. Давайте начнем разбирать цитаты, фразы известных людей, которые говорят о важности сократить население всей планеты, нередко прикрываясь проблемами экологии, научными объяснениями и объясняя тем самым обязательную необходимость сократить население всей планеты. Начнем с первого известного человека. Значит, есть статья «Если деградирует среда обитания и мечта о золотом миллиарде». Геолог Рудольф Баландин вспоминает: «Так уж вышло, что об этом самом миллиарде избранных я услышал в конце 80-х годов, работая в одной из научных групп, которая готовила экологическую концепцию доклада руководителя СССР, и она готовилась к совещанию в Рио-де-Жанейро. На одном из заседаний выступил академик Никита Моисеев. Никита Моисеев был одним из самых известных советских математиков и специалистов по системному анализу. Он являлся основателем отечественного направления глобального моделирования. Очень много писал о будущем человечества, экологическом кризисе и устойчивом развитии. Он сообщил, что выход из надвигающегося глобального экологического кризиса – это прежде всего необходимо ограничить рождаемость и довести число землян до 1 миллиарда. «Но 1 миллиарда кого?» – спросил Рудольф Баландин, спросил Никиту Моисеева. На что он ответил: 1 миллиарда самых достойных людей. Именно столько может существовать в биосфере, не уничтожая ее. Но это будут лучшие люди, золотой миллиард». В конце 20 века многие ученые были убеждены, что человечество приближается к экологической катастрофе. По их логике это выглядело так, что ресурсов Земли ограниченное количество, население, напротив, быстро растет, рождаемость высокая, а потребление постоянно увеличивается. И если ничего не менять, то цивилизация может разрушить биосферу. Из этого некоторые исследователи делали вывод, что человечество должно либо уменьшить потребление, либо постепенно сокращать численность населения всего земного шара через снижение рождаемости. Именно ограничение рождаемости было основной темой научных дискуссий того времени и в нынешнее время. Что означает 1 миллиард самых достойных людей? Это фраза Никиты Моисеева.
Но Моисеев считал, что биосфера способна устойчиво существовать только с ограниченным количеством людей. И если население когда-нибудь сократится примерно до миллиарда, то нагрузка на природу станет приемлемой. Останутся люди, которые обладают высоким уровнем культуры, образования и ответственности, то есть лучшие люди. Именно поэтому он и использовал выражение «лучшие люди». Но здесь возникает обычный вопрос: а кто должен решать, кто лучший, а кто худший? Кто определяет эти критерии, по каким признакам различает людей, делит на лучших, худших? И кто получает право принимать такое решение? Многие философы считают подобные идеи разделения на лучших, худших опасными, потому что они могут оправдывать дискриминацию людей, и будет очень много злоупотреблений в отношении так называемых худших людей, как их разделял Никита Моисеев. Но Моисеева считали одним из представителей направления, которое рассматривало возможность долгосрочного сокращения численности населения как способ уменьшить экологическую нагрузку. Но критики его считали, что взгляды Моисеева морально неприемлемы. Давайте перейдем к следующему известному человеку, который высказывался о необходимости сокращения всего населения, всего земного шара. Это известный нам всем Герман Греф. На Петербургском международном экономическом форуме в 2012 году он сказал: как только все люди поймут основу своего «я», самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело. Эта фраза очень широко цитируется во всех изданиях, цитировалась. Но позже Герман Греф пояснял, что он рассуждал о трансформации общества, а не о том, что необходимо скрывать знания или нужно управлять людьми. Одному Господу Богу только известно, что он имел в виду, и каким образом и почему он оправдывался перед общественностью, чтобы плохо его не воспринимали, и что он на самом деле имел в виду под этими словами, что управлять и манипулировать людьми будет чрезвычайно тяжело, если все люди поймут основу своего «я». Герман Греф рассуждал о том, что знания меняют общество и делают традиционные механизмы управления людьми менее эффективными. В Телеграме тоже было высказывание Германа Грефа о том, что из 7 миллиардов человек населения Земли 6 миллиардов будет отсеяно, уничтожено. Конечно, пару лет назад эти заявления Германа Оскаровича произвели бурное впечатление на общество. Но наступил коронавирус, и оказалось, что процессы, о которых говорит Греф, процессы сокращения населения только ускорились. То есть процессы уничтожения людей. Следующая известная личность – это Маргарет Тэтчер. В России авторство конспирологической концепции «золотого миллиарда» часто приписывают именно ей. Маргарет Тэтчер – это премьер-министр Великобритании в прошлом, которая якобы утверждала, что на территории России экономически оправдано проживание лишь 15 миллионов человек. Ее цитата широко распространялась в русскоязычном информационном пространстве в 90-х годах. Но откуда появилась вся эта история с 15 миллионов человек, которые оправданы экономически на территории России? Чаще всего происхождение цитаты Маргарет Тэтчер связывает с выступлением бывшего советского разведчика Андрея Паршева и генерала Леонида Ивашова и с публикациями в средствах массовой информации, в книгах, где утверждалось, что Тэтчер якобы сказала это во время закрытой встречи. Не открытой, а закрытой встречи. Что вообще означает эта фраза Тэтчер? Что на территории России экономически оправдано проживание лишь 15 миллионов человек. Предположим, что кто-то утверждает, что для обслуживания добычи нефти, газа, металлов и другой сырьевой экономики достаточно действительно 15 миллионов человек. Логика такого утверждения могла бы быть такой. Россия обладает огромной территорией, богатыми природными ресурсами.
При высокой степени автоматизации для добычи и экспорта сырья требуется относительно небольшое количество работников. Остальное население с этой точки зрения не является экономически необходимым для такой модели экономики. Но многие восприняли такую идею как утверждение, что большинство россиян якобы лишние, жизнь миллионов людей в России не имеет никакой ценности. Это так были восприняты слова Тэтчер. И Россия якобы достаточно небольшого населения. Именно поэтому ее фраза стала символом предполагаемого пренебрежительного отношения Запада, а она была премьер-министром Великобритании, к России. Тэтчер, конечно, действительно придерживалась либеральных экономических взглядов, она поддерживала рыночные реформы тех времен и выступала за развитие свободной торговли. Но, однако, документальных подтверждений, что она публично говорила о необходимости в России оставить только 15 миллионов жителей, нету. Может быть, это все скрывается намеренно. Каждый публичный человек что-то говорит в средствах массовой информации, а потом начинает это опровергать, скрывать, чтобы не вызвать против себя негодование огромного количества людей. Им это просто невыгодно. А все остальное скрывается внутри мировой элиты. Все искреннее и честное по отношению к всему населению всей земной планеты. В средства массовой информации выливается крайне малый процент доли правды, которая скрывается вот в этих элитных кругах. То есть большинство известных людей показывают себя, как будто они за увеличение населения планеты, чтобы не вызвать против себя много негодования большинства людей, которых они же, известные люди, относят к худшим людям, к неэлитам. Давайте перейдем к следующему известному человеку. Это Виталий Бабенко, русский писатель и журналист. В статье «Золотая десятка» он пишет, что в 70-е годы на страницах разных изданий замелькало выражение «золотой миллиард». В 70-е годы это выражение «золотой миллиард» было частью дискуссии экологического характера, вызванной докладом Римского клуба. Доклад назывался «Пределы роста населения», и было это связано с предположением экологов, что Земля может выдержать на себе не более миллиарда человек. Это без истощения природных ресурсов, без необратимых изменений в экологии. Авторы этого доклада «Пределы роста населения» говорили о необходимости добиться состояния, которое называли глобальным равновесием. То есть глобальное равновесие – это когда снижено загрязнение окружающей среды, более рациональное использование ресурсов, повышение эффективности производства, стабилизация численности населения путем ее сокращения, утилизации, стерилизации. Конечно, такие прямые выражения утилизации, стерилизации они используют обычно в своих закрытых встречах, в каких-нибудь клубах, а в средствах массовой информации все это более прилично выражаются, но прямой посыл, вызов именно такой – стерилизация и уничтожение населения. Глобальному равновесию также причисляют стабилизацию и промышленного производства, причем речь шла именно о стабилизации. Виталий Бабенко пишет, что после выхода доклада началась очень широкая экологическая дискуссия. Некоторые экологи того времени рассуждали примерно так: если все люди будут жить на уровне потребления развитых стран, то Земля сможет долго выдерживать только около 1 миллиарда человек. Бабенко пишет, что именно тогда в прессе стало появляться и это самое известное нам всем выражение «золотой миллиард». По описанию Бабенко первоначальный смысл был примерно таким: предположим, ресурсы ограничены, население же продолжает напротив расти, уровень потребления остается очень высоким. Тогда возникает вопрос: а сколько людей вообще сможет жить на Земле без экологической катастрофы? Вот некоторые известные люди и ученые назвали цифру около 1 миллиарда. Отсюда и взялось выражение «золотой миллиард».
Но дальше Бабенко пишет, что идея золотого миллиарда является ошибочной. Он приводит мнения разных ученых. Например, английский экономист Колин Кларк. Он считал, что Земля может прокормить десятки миллиардов людей. Сергей Капица оценивал устойчивую численность примерно в 15-25 миллиардов при разумной организации общества, при правильной организации общества. Сам Бабенко делает вывод: правильнее говорить не о золотом миллиарде, а о золотой десятке. То есть о мире, где около 10 миллиардов человек смогут жить устойчиво благодаря развитию науки, технологий и более рациональному использованию ресурсов. И плавно перейдем к следующей известной личности – Тед Тернер, не менее известный американский медиамагнат. Он основатель компании CNN, о которой вы многие слышали, миллиардер, филантроп. Известен он как крупный защитник окружающей среды, один из крупнейших спонсоров ООН, Организации Объединенных Наций, сторонник борьбы с изменением климата, сторонник программ планирования семьи. Его взгляды на экологию были очень радикальными, более радикальными, чем большинства политиков. Приведу в пример следующую его фразу. Идеальным было бы общее население мира в 250-300 миллионов человек, что на 95% меньше нынешнего уровня. Эта его цитата часто приводилась в конспирологических публикациях. Тед Тернер действительно неоднократно говорил о проблеме перенаселения, высказывался за существенное сокращение численности населения в долгосрочной перспективе. Он не призывал к насильственному уничтожению миллиардов людей, публично он к этому не призывал, но в то же время вот все научные объяснения, там, высказывания политиков, миллиардеров и прочих известных личностей, их оправдание, что сокращение населения планеты необходимо, нужно чисто в экологических целях или там для сохранения ресурсов, тем или иным объяснением, тем или иным образом они ведут в конечном итоге к фактическому сокращению населения. Потому что, чтобы добиться чистой экологии, сохранять ресурсы и прочие благоприятные цели, вот нужно такими разными путями: болезнями, войнами, голодовками, катастрофами искусственно устроенными и прочим, такими вот плохими грязными путями сократить, уничтожить население планеты. Наводнения искусственно вызванные и прочее, это все сокращает население планеты. Это глобальные цели небольшого количества людей из элиты. Но какими путями они будут добиваться чистой экологии, сохранения ресурсов, конечно, они это скрывают. То есть в средствах массовой информации публично они высказывают только приятные для людей цели, то, что приятно всем людям слушать, то, что наши уши воспринимают и не настраивают на себя негатив. Но в закрытых кругах, в клубах, в которых они заседают, в разных скрытных местах, они обсуждают очень опасные способы сокращения популяции человечества. То есть на виду у людей только научные обоснования, безобидные слова, чтобы не пугать людей, а сами они скрывают реальные пути достижения целей. Как им сохранить эту экологию, сократить потребление ресурсов. А на самом деле за этим скрывается уничтожение населения грязными способами. Ковид и прочее, о чем вы все это знаете, искусственные катаклизмы. Все это приносит смерти тысяч или миллионов людей по всему земному шару. Когда Тед Тернер говорил, что идеальным было бы общее население мира в 250-300 миллионов человек, он исходил из следующей логики, что Земля имеет ограниченные ресурсы. Также считают и другие известные личности, о которых я говорила раньше.
Он считал, что человечество потребляет слишком много нефти, слишком много воды, лесов, полезных ископаемых. По его мнению, чем меньше людей, тем легче сохранить природу. Он считал, что высокий уровень жизни возможен при меньшем населении. Неоднократно он говорил, что если людей станет значительно меньше, то всем хватит земли, уменьшится загрязнение окружающей среды, снизится давление на климат и исчезнет проблема нехватки ресурсов. То есть, иными словами, он рассматривал 250-300 миллионов человек, это все население планеты, о котором он говорил, как гипотетическую экологически устойчивую численность населения. То есть он говорил о том, что необходимо снизить рождаемость. Нужно добровольное планирование семьи. Нужно повышать образование и медицинскую помощь. То есть чем образованнее человек, тем меньше он стремится к семье. Он начинает оценивать, каким это образом происходит, он начинает оценивать свои риски, а в состоянии ли он содержать себя, а может ли он взять ответственность и финансовую, и любую другую, моральную за еще одного человека, то есть за ребенка. То есть чем выше уровень образования, тем больше человек включает мозги и начинает задумываться, а могу ли я, есть ли у меня деньги, на что я буду содержать, оценивает реально, адекватно сегодняшние реалии нашей жизни со всех сторон и, возможно, принимает решение не рожать. Поэтому целью Теда Тернера было повышение образования всего населения, медицинская помощь, оказание. Также он говорил, что нужно оказывать медицинскую помощь большинству людей. Но критики Теда Тернера отмечали, что если считать идеальной численность населения только в 250-300 миллионов человек, при уже существующих миллиардах людей, то возникает вопрос, а каким образом человечество должно прийти к такому результату, к этой цифре? И кто вообще решит, сколько людей должно остаться? Кто это решает? Если говорить, что должно быть только 300 миллионов человек на всем земном шаре, возникает вопрос, ну кто же принимает такие решения, по каким критериям и вообще кто останется? Но сам Тед Тернер очень опасался отвечать на эти вопросы и четкого ответа он на это не давал. То есть 300 миллионов, с его точки зрения, это не какое-то научно установленное число с расчетами, с подсчетами. Вот для сохранения ресурсов нужно 300 миллионов. Нет. Разные ученые называли разные цифры. 500 миллионов, кто-то золотой миллиард, кто-то 2 миллиарда, 10 миллиардов, 20, 25. То есть единого научного консенсуса о правильной численности населения Земли не существует. Связано ли это суждение Теда Тернера с концепцией золотого миллиарда? Связано, но не напрямую. Золотой миллиард – это политико-публицистический термин, который означает обеспеченное население наиболее развитых стран. А Тернер говорил не о разделении людей на худших, лучших, ну, по крайней мере, в своих открытых выступлениях. Он говорил о том, что, по его мнению, планета должна быть экологически устойчивее. Но это возможно только если значительно сократить население планеты и довести его до 300 миллионов всего лишь. Это даже ниже золотого миллиарда. Он полагал, что меньшая численность населения снизит нагрузку на природу и ресурсы. Это не был каким-то публичным призывом к насильственному уничтожению людей. С такими фразами все известные личности очень они осторожно выражаются, чтобы не вызвать негатив большинства людей. Но все-таки это его суждение вызвало широкую критику, потому что это не объясняло, каким образом человечество может прийти к столь резкому сокращению численности без нарушения прав людей. То есть уже существует много миллиардов, сейчас мы будем сокращать до 300 миллионов, и как это все сделать без нарушения прав людей на жизнь, на свободу и прочие права по Конституции. Не менее интересное высказывание есть у Дэвида Рокфеллера. Это американский банкир, глава банка Chase Manhattan Bank, представитель одной из самых известных предпринимательских семей США и крупный филантроп. Он жил с 1915 года по 2017, занимался банковским бизнесом, международными отношениями, благотворительностью, как и все известные личности.
Ну, денег у них много, они могут позволить себе благотворительность. Приведем высказывание Дэвида Рокфеллера. Негативное влияние роста населения на все наши планетарные экосистемы становится ужасающе очевидным. Что он имел в виду? Он имел в виду, что население Земли быстро растет. Когда он был молодым, население Земли составляло около 2 миллиардов человек, всей Земли. К концу его жизни население Земли превысило 7 миллиардов человек. Он считал, что такой быстрый рост создает нагрузку на природу. Чем больше людей, тем больше потребления. То есть рост населения означает увеличение потребления воды, вырубки лесов, необходимости в этом, добычи, больше необходимо добывать полезных ископаемых, больше производства энергии необходимо, больше объема отходов, выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Поэтому он говорил о нагрузке на экосистемы из-за роста населения планеты. Он действительно считал, что рост населения следует замедлить. Его взгляды остаются предметом споров. Одни считают их попыткой обратить внимание на экологические риски, другие говорят, что чрезмерное упрощение сложных демографических и экономических проблем путем сокращения населения. В 1960-70-х годах среди некоторых экологов была популярна идея нулевой рост населения. Zero population growth. Нулевой рост населения. Она означала, что число рождающихся примерно равно числу умерших. И только в этом случае население останется относительно стабильным. То есть сторонники идеи нулевой рост населения, zero, они считали, что так можно снизить нагрузку на природу. Страшные высказывания были у принца Филиппа. С каждым разом, когда я перехожу к новой известной личности, к его высказыванию, разбор его цитаты каждой фразы, становится все страшнее и страшнее. И это при том, что когда я описываю какую-то известную личность и привожу их высказывания и цитаты, чаще всего их высказывания имеют это очень осторожное высказывание. То есть они не рискуют открыто то, что публикуется в каких-то известных изданиях или где-то в открытых дискуссиях, или все, что выйдет в средства массовой информации, они осторожничают со своими выражениями. Но по факту это все люди, которые принадлежат к элите, к той малой, малочисленной, страшной элите, которая хочет оставшиеся 6 или 7 миллиардов населения превратить в обслугу, в прислугу. Давайте перейдем к принцу Филиппу, не будем задерживаться. Это муж королевы Елизаветы II, соучредитель Всемирного фонда дикой природы. Его высказывание: в случае, если я перевоплощусь, я хотел бы вернуться в виде смертельного вируса, чтобы внести свой вклад в решение проблемы перенаселения. Эта фраза его действительно была опубликована и часто цитируется. Принц Филипп, муж королевы Елизаветы II, был известен своей активной поддержкой природоохранных инициатив. Он их поддерживал, это действительно так было, и очень часто делал резкие, ироничные или провокационные заявления, благодаря чему его фраза, каждое слово являлось предметом обсуждения. Что он хотел этим сказать, когда говорил, что если он перевоплотится, хотел бы вернуться в виде смертельного вируса, чтобы, можно так сказать, уничтожить большинство населения Земли и тем самым решить проблему перенаселения нашей планеты? Он считал перенаселение серьезной экологической проблемой, неоднократно говорил о том, что рост населения усиливает, так же, как и про прошлых известных личностей говорил, это увеличит выработку лесов, исчезновение животных, загрязнение природы, потребление ресурсов, разрушение экосистем. По его мнению, чем больше людей, тем сильнее давление на природу. Но это была самая распространенная точка зрения среди части экологов 70-х, 90-х и 2000-х годов. Почему он хотел перевоплотиться именно в смертельный вирус, чтобы уничтожить население планеты? Это гипербола, то есть намеренное преувеличение для усиления эффекта.
он же провокатор, принц Филипп. То есть, что он имел под этим в виду? Под смертельным вирусом. Если бы существовал естественный фактор, который уменьшает численность людей, то нагрузка на природу станет меньше. Он просто выразил эту мысль в очень резкой, провокационной, соответствующей принципу Филиппу форме. Хотя большинство биографов действительно считали, не знаю почему, что принц Филипп действительно очень переживал за состояние природы. Он искренне считал перенаселение серьезной проблемой, но при этом скрываются нехорошие цели, которые неприятны большинству людей, чьи уши все это слушали и слушают. Это уничтожение населения. Конечно, он это открыто так не заявлял, какими-то такими прямыми высказываниями, что нужно прям напрямую уничтожить людей и так далее, потому что это вызовет общественный резонанс, весь негатив выльется в его сторону. После пандемии ковид эта цитата его стала активно распространяться в интернете, как якобы доказательство существования планов искусственной депопуляции по уничтожению миллиардов людей. Но в некоторых средствах массовой информации говорили, что его фраза по уничтожению людей – это личное мнение принца Филиппа о том, что перенаселение представляет экологическую угрозу. То есть все они прикрываются экологическими угрозами. А теперь поговорим Жак-Ив Кусто. Наверное, все о нем слышали. Его фраза была такова: чтобы стабилизировать население мира, мы должны уничтожать 350 тысяч человек в день. Задумайтесь, только в день. И это говорил приятный человек. Когда мы смотрели его передачи Жака-Ива Кусто, он нам был настолько приятен. Это его фраза: чтобы стабилизировать население мира, мы должны уничтожать 350 тысяч человек в день. Ужасно это говорить, но также плохо и промолчать про это, и не говорить про это. Перенаселение и чрезмерное потребление лежит в основе всех экологических проблем, он считал. Почему он выбрал именно такую цифру 350 тысяч человек? Если попытаться понять логику этой цифры, то она связана с демографией. В конце 20 века население Земли росло примерно так, где-то на 80-90 миллионов человек в год. Если 80 миллионов разделить на 365 дней в году, то получится 220 тысяч человек в день рождается. Число 350 тысяч, о котором говорил Жак-Ив Кусто, оно превышает этот показатель и, вероятно, должно было символизировать не просто прекращение роста населения, а его уменьшение. А почему Кусто вообще мог говорить о перенаселении планеты? Это уже хорошо подтверждается его взглядами, потому что Кусто очень много десятилетий исследовал океаны. Это его жизнь, океан. Он наблюдал исчезновение кораллов, загрязнение морей, сокращение популяции рыбы, уничтожение китов, и все это его очень волновало, он болел этим. Пластиковое загрязнение его беспокоило, разрушение прибрежных экосистем. Это действительно серьезные проблемы, но то, о чем он говорит, что нужно уничтожить 350 тысяч человек в день, это, конечно, немножко кого-то может отталкивать от его положительного образа, который мы видели на экранах в нашей молодости или кого-то в детстве. Он очень интересно рассказывал про океаны, про животных, про мир, вообще про весь этот мир, все, что связано с морями, океанами, с животными, которые в них находятся. Он действительно считал, что одной из причин всех этих процессов, то есть уничтожения китов, популяции рыб и прочее, является возрастающее давление человека на природу. Поэтому в своих интервью он действительно говорил о необходимости беречь природу, ограниченности ресурсов, все как бы безобидно. О важности, аккуратно говорил, о важности стабилизации численности населения, о планировании семьи. То есть Земля не выдерживает нынешнего количества людей. Следовательно, чтобы сохранить природу, численность населения должна уменьшаться. Но здесь возникает принципиальный вопрос: каким способом она должна уменьшаться?
Если говорить о том, что население нужно уменьшать, то сразу спрашивает, добровольно ли или принудительно уничтожать с помощью вирусов, голода, войн или какими путями, наводнениями, землетрясениями, или как уничтожать население, за счет снижения рождаемости или естественным образом, или насильственно. В публично известных работах Кусто основной акцент делался, конечно, на экологическом просвещении, охране природы. Прямо так открыто, откровенно он не призывал к насильственным действиям по уничтожению населения. Но его цитата Жака и его Куста, конечно, вызывала сильную реакцию общественности. Чтобы стабилизировать население мира, мы должны уничтожать 350 тысяч человек в день. И это говорит человек, который нам всем был приятен, большинству. И его передачи были крайне интересными, познавательными. И говорит о том, что ужасно это говорить, но также плохо, если я и промолчу об этом. То есть его фраза буквально означает, что ежедневно должны погибать сотни тысяч людей. Если понимать ее так, это противоречит современным представлениям о правах человека и человеческой жизни. В своих книгах и интервью он последовательно говорил: человечество слишком быстро расходует природные ресурсы. Океаны находятся под угрозой. Загрязнение становится глобальной проблемой. Нужно изменить отношение к природе. Следует уделять большое внимание образованию, охране окружающей среды и ответственному отношению к ресурсам. Жак Ф. Кусто действительно считал, что рост населения усиливает экологические проблемы и усиливает нагрузку на природу. Но откровенно он не призывал, как и другие известные личности, к массовому уничтожению людей. Он не призывал к этому. Давайте поговорим о следующей, не менее известной личности. Может быть, для большинства из нас она совершенно никому не известна, но в США, в западном мире она достаточно известна. Основательница программы планирования семьи Маргарет Сенгер. Приведу ее высказывание. Самое милосердное, что большая семья делает с одним из своих маленьких членов. Это убивает его. Жуткое, правда, высказывание? Маргарет Сенгер – это американская медсестра, общественная деятельница, одна из самых известных сторонниц контроля рождаемости. Известных, опять же, я повторяюсь, не для россиян, а для Америки, для западного мира. Даже в западном мире не все ее знали. То есть самое лучшее, что можно сделать одним из своих маленьких членов, это убить его. Она прямо об этом говорила. Маргарет Сенгер сыграла очень важную роль в движении за доступ женщин к контрацепции в США. Основала организацию, которая впоследствии стала частью планирования семьи, планирования американской семьи. Эта ее фраза содержится в ее книге «Woman and the New Race», то есть «Женщины и новая раса». Что она имела в виду, говоря такую резкую фразу об уничтожении одного из своих маленьких членов семьи? Если читать только одну эту фразу, создается впечатление, что она правда оправдывает убийство детей, однако в книге своей она обсуждает бедность, высокую детскую смертность, отсутствие доступа к контрацепции. Ее логика была примерно такой: в очень бедных семьях рождается много детей. Это действительно так. Родители чаще всего не образованы, и они не могут обеспечить всех своих детей едой, медицинской помощью и уходом. В начале 20 века младенческая смертность была значительно выше, чем сегодня. По ее мнению, рождение большого числа детей в условиях крайней нищеты приводит к тому, что часть из них погибает от болезни, от голода, от отсутствия медицинской помощи. То есть ее фраза была построена как крайне резкая критика всех этих плохих условий, не подходящих для того, чтобы увеличивать рождаемость. Такие условия говорят о том, что вообще нельзя рождать детей, или как максимум одного. Она утверждала, что общество должно предотвращать такие трагедии, предоставляя людям возможность добровольно планировать рождение детей. Маргарет Сенгер является
одной из самых противоречивых фигур XX века. Одни считают ее пионером в области репродуктивного здоровья, другие, наоборот, резко критикуют ее за отдельные ее взгляды, за резкие высказывания, в том числе и за сотрудничество с некоторыми сторонниками евгеники, которая была очень популярна в начале XX века. Она выступала за распространение информации о контрацепции, за снижение числа нежелательной беременности, улучшение здоровья женщин. Она говорила очень много о правах женщин на репродуктивный выбор, о евгенике, об абортах, хотя при ее жизни правовой статус и практика абортов сильно отличалась от современных, от сегодняшних. И вот эта вот ее фраза, самая милосердная, что большая семья делает с одним из своих маленьких членов, это убивает его, она описывала, по ее мнению, последствия крайней бедности в больших семьях и отсутствие контроля над рождаемостью. Давайте перейдем к не менее интересной личности. Нина Федорова, ключевой советник Хиллари Клинтон. Ее фраза: «Нам необходимо продолжать снижать темпы роста мирового населения. Планета не сможет прокормить больше людей». Нина Федорова действительно принадлежит высказыванию о росте населения. Например, в интервью она говорила примерно следующее: «Нам необходимо продолжать замедлять рост населения», или «Мы не можем бесконечно увеличивать население планеты». То есть ее высказывания касались демографии и продовольственной безопасности. Что она имела в виду? То же самое, что и прошлые известные личности, о которых я говорю, что население планеты растет. По ее словам, за последние столетия население увеличилось во много раз. То есть опять большие потребности в пище, в воде, в земле, в природных ресурсах. Земля имеет ограничения. То есть она обращала внимание на такие проблемы, как эрозия почв, нехватка пресной воды, изменение климата, деградация сельскохозяйственных земель. Поэтому она говорила, что нужно думать о будущем. И рост населения в связи с этим желательно замедлить, по ее мнению, с ее слов. То есть надо получать образование женщинам. Чем выше уровень образования, тем меньше рождаемость. Нужно повышать уровень жизни людей, обеспечивать доступ к медицинской помощи. Подобные меры обычно приводят к снижению рождаемости без принуждения, добровольными путями. То есть чем образованнее женщины и мужчины, тем обдуманнее они принимают решения о необходимости или финансовой возможности зачатия и дальнейшего воспитания ребенка, и нужно ли вообще это, в состоянии ли они обеспечивать ребенка. Фраза ее «планета не сможет прокормить больше людей», речь идет о том, что если одновременно растет население, то ухудшается состояние почвы, сокращаются водные ресурсы, усиливается изменение климата. И обеспечить всех продовольствием становится гораздо сложнее. Но некоторые ученые не согласны с ней. Они считают, что проблема здесь заключается не столько в количестве людей, сколько в неправильном и неравномерном распределении продуктов, о пищевых потерях, о бедности, вооруженных конфликтах, низкой эффективности сельского хозяйства. А некоторые полагают, что развитие технологий позволит обеспечивать продовольствием большее число людей. Нина же Федорова действительно высказывалась о необходимости замедления роста населения в связи с экологическими и продовольственными вызовами. Она не выступала за насильственную депопуляцию, уничтожение людей, нет. Ее позиция касалась замедления темпов роста населения и тем самым сокращения населения всей планеты. Однако за закрытыми дверями никто из нас не знает ее истинные мотивы, о чем они там говорят. А часто закрытых клубах, закрытых заседаниях все известные личности, вот эта вся мировая элита говорит о страшных вещах, о которых мы узнаем гораздо позже, всяких будущих войнах, об уничтожении людей с помощью вирусов, бактерий и прочую. Все это нам выставляется, как все это произошло случайно. На самом деле никаких случайностей нет. Все это продумано, все это обсуждается в закрытых клубах, заседаниях. Перейдем к следующему известному человеку. Главный научный сотрудник Барака Обамы Джон Холдрон. Приведу его высказывание.
Программу стерилизации женщин после второго или третьего ребенка, несмотря на относительно большую сложность операции, чем вазэктомия, возможно, будет легче реализовать, чем пытаться стерилизовать мужчин. Разработка стерилизующей капсулы длительного действия, которую можно было бы имплантировать под кожу и удалять, когда беременность желательна, открывает дополнительные возможности для принудительного контроля рождаемости. Капсула может быть имплантирована в период полового созревания и может быть удалена с официального разрешения для ограниченного числа рождений. Это один из тех случаев, когда цитата является подлинной. Джон Холдрон – это американский физик, специалист по энергетике и климату. Он занимал должность директора управления по научно-технической политике Белого дома и занимал должность главного научного советника президента США Барака Обамы с 2009 по 2017 год. До этого он много-много лет занимался исследованием в области экологии, энергетики и демографии. Эта фраза его о стерилизации женщин происходит не из выступления Холдрона в Белом доме, а из его книги. Авторы этой книги Пол Эрлих, Энн Эрлих, Джон Холдрон. Важно отметить, что эта книга была написана за более чем 30 лет до того, как Холдрон стал советником Барака Обамы. О чем была книга? В 70-х годах многие ученые опасались быстрого роста населения, нехватки ресурсов, загрязнения окружающей среды, голода и экологического кризиса. И авторы книги обсуждали очень широкий круг возможных мер государственной политики в ответ на эти проблемы. В книге действительно рассматриваются такие идеи, как принудительная стерилизация, необходимость получения лицензии на рождение детей, ограничение рождаемости, государственный контроль рождаемости. В этом отрывке авторы пишут, что с технической точки зрения имплантируемые средства контрацепции или стерилизация могли бы быть инструментами государственного контроля и давления на рождаемость, тем самым сократить эту рождаемость, если бы государство решило проводить такую политику стерилизации. То есть текст книги описывает, его фразы описывают возможные меры. С их современной точки зрения принудительная стерилизация, конечно, нарушает обычные, простые права человека, включая право на личную неприкосновенность, свободу принятия решения о семье. А что означает фраза «капсула может быть имплантирована в период полового созревания и удалена с официального разрешения», то есть нужно получить лицензию на рождение? Если читать ее буквально, но тут как бы говорится о том, что подростку должна устанавливаться длительно действующая контрацепция, и человек не может иметь детей. Также говорится о том, что государство должно давать лицензию, разрешение на рождение ребенка. То есть нужно спросить у государства, можно ли мне сегодня зачать ребенка или нет. После получения лицензии от государства на рождение ребенка средство контрацепции временно удаляется, а затем его можно снова установить. Это описание представляет крайний гипотетический сценарий государственного контроля рождаемости, который обсуждался в его книге. Но в разных странах в 20 веке действительно существовали и существуют разные формы принудительной стерилизации или жесткого государственного контроля рождаемости. Наиболее известный пример, о котором, наверное, вы многие слышали, это политика одного ребенка в Китае. Она, конечно, реализовывалась совершенно иначе и не соответствовала описанной в книге Холдрона модели. Но, тем не менее, политика одного ребенка в Китае, вы, наверное, об этом слышали. Там перенаселение. А теперь мы поговорим о не менее известной фразе российского политика Михаила Горбачева. Приведу его высказывание. Мы должны более четко говорить о сексуальности, контрацепции, об абортах, о ценностях, которые контролирует население. Потому что экологический кризис, короче говоря, это демографический кризис. Сократите население на 90%, и людей не останется, чтобы нанести большой экологический ущерб. Эта цитата Горбачева широко распространяется на сайтах и в соцсетях. Чем меньше людей, тем меньше воздействия на природу. Его идеи строятся на простой зависимости. Меньше людей равно меньше автомобилей.
Меньше заводов равно меньше потребления. Меньше выбросов равно, значит, меньше вырубки лесов и меньше отходов. Следовательно, нагрузка на окружающую среду уменьшается. Почему Горбачев говорил именно о 90%, сократить население на 90%? Это, опять же, не научно установленное число. Это просто его фраза, преувеличение, которое призвано подчеркнуть мысль о том, что человеческая деятельность является главным источником экологического воздействия. А Горбачев уделял большое внимание вопросам экологии. После ухода с поста президента СССР он участвовал в международных экологических форумах, основал экологическую организацию «Зеленый крест», выступал за международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, говорил о необходимости устойчивого развития. В своих выступлениях он подчеркивал, что экологические проблемы носят глобальный характер. Человечеству нужно международное сотрудничество. Экономическое развитие должно учитывать экологические ограничения. Содержание его фразы соответствует некоторым экологическим дискуссиям конца XX века. Там обсуждались связь демографии и нагрузки, прямую связь демографии и нагрузки на окружающую среду. Смысл его текста сводится к идее, что уменьшение численности населения уменьшило бы экологическую нагрузку. Перейдем к следующей известной личности. Это Томас Фергюсон, бывший сотрудник Управления по делам народонаселения Госдепартамента США. За всей нашей работой стоит одна тема. Мы должны сократить численность населения. Либо правительство сделает это по-нашему, используя хорошие чистые методы для сокращения населения, либо они получат тот же беспорядок, который мы имеем в Сальвадоре, в Иране или в Бейруте. Население – это политическая проблема. Как только население выходит из-под контроля, для его сокращения требуется авторитарное правительство, даже фашизм. Эта фраза очень широко в те времена распространялась, ее обычно связывали с публикациями о политике США в области международного планирования семьи. Что значит цитата? Ее смысл. За всей нашей работой стоит одна тема. Мы должны сократить численность населения. Если объяснить эту фразу буквально, она означает, что главной целью политики является уменьшить темп роста населения или уничтожить население, сократить популяцию. Что означает фраза «либо правительство сделает это по-нашему, используя хорошие и чистые методы»? Хорошими и чистыми методами обычно понимались такие меры, как образование, повысить уровень образования, то есть чем выше уровень, тем больше человек думает мозгами, прежде чем рожать большое количество детей. Усилить доступ к контрацепции, предохранению, медицинская помощь, добровольное планирование семьи и улучшение положения женщин. То есть это хорошие чистые методы. То есть в демографии считается, что по мере роста уровня образования и благосостояния рождаемость часто снижается без принудительных способов. Следующая его фраза: либо они получат тот же беспорядок, который мы имеем в Сальвадоре, Иране или Бейруте. Здесь следующая логика. Быстрый рост населения может усилить давление на экономику, вот как в этих странах. Если государство не справляется с занятостью, жильем, образованием, здравоохранением, не может людям предоставить нормальные условия жизни, то могут возрастать среди большого числа людей социальная напряженность и конфликты. Поэтому население – это чисто политическая проблема. То есть демография, она влияет и на государственную политику. От этого зависит, какие решения будет принимать государство. То есть, например, нужно строить больше школ, создавать рабочие места, развивать инфраструктуру, обеспечить продовольствием, медицинской помощью. То есть численность населения рассматривается как фактор, который влияет на управление страной. Его фраза «как только население выходит из-под контроля, требуется авторитарное правительство, даже фашизм». Смысл передается так. Если демографические проблемы становятся слишком серьезными, некоторые государства прибегают к жестким авторитарным мерам для наведения порядка, и это уже необходимость. Тяжелые кризисы могут привести к усилению авторитарной власти правителей любой страны. Большинство современных демографов считают, что снижение рождаемости чаще всего связано с ростом уровня образования. Чем образованнее, тем больше работает голова.
что не нужно плодить, как говорят известные личности, нищету. Снизится детская смертность, экономическое развитие будет нормальных темпами развития экономики, доступ к здравоохранению, расширение возможностей для женщин. Поэтому многие государства, где рождаемость снизилась, достигли экономического развития, хорошего здравоохранения без каких-либо принудительных мер. То есть из этого сказанного следует, что быстрый рост населения может создавать серьезные социальные, политические, экономические проблемы, а добровольное планирование семьи предпочтительнее всех этих кризисов. Страшное высказывание финского эколога Пенти Линкола. Если бы существовала кнопка, которую я мог нажать, я бы ее без колебаний пожертвовал собой, если бы это означало гибель миллионов людей. Смысл этой фразы таков. Линкола считал, что человечество разрушает землю. Исчезают леса, вымирают виды животных, загрязняются океаны, моря, меняется климат. По его мнению, сохранение природы важнее сохранения человеческой цивилизации. Поэтому он использовал такое грубое выражение. То есть, если бы существовала кнопка, которую я мог нажать, я бы без колебаний пожертвовал собой, нажал ее, но если бы это привело к гибели миллионов людей. Почему он говорил такие вещи? Он исходил из следующей логики. Людей слишком много. Земля не может долго выдерживать современное население. Люди потребляют очень много. По его мнению, именно человек является главным источником вырубки лесов, загрязнения рек, исчезновения животных, которых они убивают и поедают, изменения природных экосистем, а природа важнее человека. Он считал, что жизнь всей биосферы имеет большую ценность, чем благополучие человеческой цивилизации. Поэтому его взгляды часто называли экоцентрическими, в отличие от антропоцентрических, где человек является центральной ценностью. Что означает про кнопка? Кнопка, про которую он говорил. То есть он нажал бы ее, если бы она существовала. Это его эксперимент мысленный. Он говорил примерно следующее. Если бы существовал простой способ легко уменьшить ущерб природе, то он бы выбрал его, нажал бы кнопку, взорвал всех, и население уменьшилось бы. Конечно, это высказывание многие воспринимали как оправдание массовой гибели людей, и именно поэтому он очень много критики на себя навел. Он был сторонник диктатуры. В своих книгах Линкола писал, что демократические общества, по его мнению, очень медленно принимают экологические решения. Он говорил о том, что ради сохранения природы может понадобиться очень жестокие ограничения свобод всех людей. Конечно, его взгляды резко расходятся с современным представлением о правах человека и демократии, которое тоже только на бумаге, в Конституции, а в жизни этого не увидишь. Он говорил о необходимости резкого сокращения населения. Его взгляды находились на крайнем краю экологической философии. Они не отражали позицию большинства ученых или экологических организаций. Сам он был писателем и публицистом. Давайте подведем итог резкому высказыванию Линкола. Его высказывание означает, что он был готов пожертвовать даже собой, если это, по его убеждению, позволит предотвратить разрушение природы ценой гибели миллионов людей, в том числе и своей жизнью. То есть это отражает его крайне радикальный экологический и мировоззренческий подход, в котором сохранение биосферы ставится выше интересов человеческой цивилизации. Такие взгляды были и остаются сейчас предмет широкой критики, и они не являются общепринятой позицией в науке или экологическом движении. Перейдем к следующему известному человеку и его не менее страшному выражению. Дэвид Брауэр, один из самых известных американских защитников природы XX века. Да, не все там защитники природы. И первый исполнительный директор Sierra Club. Его высказывание Дэвида Брауэра: рождение детей должно быть наказуемым преступлением против общества, если только родители не имеют лицензии, государственной лицензии.
Все потенциальные родители, которые хотят ими стать, должны быть, они обязаны использовать противозачаточные химические вещества, а правительство выдает противоядие гражданам, которые выбраны для деторождения. То есть Брауэр действительно выступал за снижение темпов роста населения, но его фраза это подтверждает, за уменьшение экологической нагрузки. Разберем по частям его страшную фразу. Рождение детей должно быть преступлением без государственной лицензии. То есть на рождение нужно брать у государства лицензию, разрешение. Можно я сегодня сделаю детей или нельзя? Это означает, что не родители сами решают, рожать ли им ребенка, а государство. То есть сначала человек должен получить официальное разрешение. Без разрешения рождение ребенка считалось бы нарушением закона. Но подобная система сильно ограничивает репродуктивную свободу человека и противоречит современным представлениям о правах человека. Следующая его фраза: «Все обязаны использовать противозачаточные средства». То есть по умолчанию никто не может иметь детей, и все обязаны находиться под действием контрацепции. Фраза «правительство выдает противоядие». Противоядие здесь понимается не лекарство от болезни, а средство, которое временно отменяет действие контрацепции. То есть идея выглядит так. Человек не способен зачать ребенка, но государство принимает решение, и действие контрацепции, когда ты не можешь иметь детей, временно прекращается. Разрешается рождение по лицензии определенного числа детей, и затем ограничение возвращается, и ты снова бесплоден. Это модель централизованного государственного контроля над рождаемостью. Почему вообще возникали такие идеи? В те времена экологи опасались быстрого роста населения, загрязнения среды, нехватки продовольствия, истощения природных ресурсов. И некоторые считали, что добровольными мерами добиться сохранения природных ресурсов, продовольствия, экологии невозможно. Просто невозможно добровольными путями этого добиться. И поэтому обсуждались очень жесткие сценарии государственного вмешательства. То есть, если представить такую систему буквально, она означала бы, что государство получает право решать, кто может иметь детей, кто не может, определять количество детей. То есть человек определяет, можно ли другому человеку иметь 2, 3, 5 детей или одного вообще. Выдает лицензии. Государство может контролировать репродуктивную функцию граждан. Но на сегодняшний день такие меры несовместимы с международными стандартами прав человека, включая право на личную автономию создания семьи. Подведем итог его высказывания. Дэвид Брауэр был влиятельным экологом, это факт. Он искренне обеспокоен был разрушением природы и ростом населения. Его фраза «рождение детей должно быть наказуемым преступлением против общества и против закона, если родители не имеют государственной лицензии на рождение детей», она описывает систему, при которой государство полностью контролирует рождаемость, разрешая иметь детей только избранным гражданам. Но его модель сегодня считается крайне авторитарной и противоречит современным представлениям о правах человека. Не менее интересное высказывание у следующего известного человека Альберто Джубилини из университета Монаша в Мельбурне, Австралия, и Франческо Минерва из Мельбурнского университета в статье, опубликованной в журнале медицинской этики. Когда после рождения возникают обстоятельства, оправдывающие аборт, то, что мы называем послеродовым абортом, должно быть разрешено. Мы предлагаем называть эту практику послеродовой аборт, а не детоубийство, чтобы подчеркнуть, что моральный статус убитого живого человека можно сравнить с моральным статусом плода, который еще не рожден, а не со статусом ребенка. Поэтому, а ведь разрешено убивать плод, то есть получается совершать детоубийство, плода, который только развивается, точнее делать аборт. И он приравнивает, что живого ребенка, уже рожденного, который дышит, рожден по факту на свет, можно также убить послеродовой аборт, так же как и плод, который еще не рожден.
Поэтому мы утверждаем, что убийство новорожденного может быть этически допустимым и нормальным при всех обстоятельствах, при которых возможен аборт. К таким обстоятельствам они относят случаи, когда у новорожденного есть потенциал для приемлемой жизни, но уровень жизни семьи находится под угрозой на крайней бедности. Альберто Джубелини и Франческо Минерва – это философы, которые работали в области биоэтики. Давайте разберем их цитаты. Послеродовой аборт. Почему ребенок должен жить? Статья вызвала огромный международный скандал. Авторы сознательно используют термин «послеродовой аборт», а не детоубийство. Почему? Они объяснили, что они хотели показать, если кто-то считает морально допустимый аборт на определенных основаниях, то нужно логически объяснить, почему и после рождения ребенка ситуация должна резко измениться. Тоже можно делать аборт. То есть они пытались исследовать, где проходит моральная граница между плодом и новорожденным. В чем заключался аргумент? Шаг первый. Во многих странах аборт разрешен в определенных случаях. Например, тяжелые пороки развития плода, угроза здоровью матери и другие основания по закону. Шаг второй. Авторы задают вопрос, почему плод можно делать аборт, то есть абортировать, а новорожденного нельзя. Шаг третий. Они отвечают, по их мнению, новорожденный еще не обладает характеристиками, которые делают человека полноценной моральной личностью, поэтому его можно убить и после рождения. Что-то страшные слова, не правда ли? Что такое моральный статус? Это философский термин. Под ним понимается, какими моральными правами обладает существо. Например, философы спорят, одинаков ли моральный статус эмбриона и взрослого человека, одинаков ли статус животного и человека, и человек в глубокой коме и здоровый человек. В чем разница? Это одна из центральных тем современной биоэтики. Что они имели в виду под словами «моральный статус убитого человека сравним с моральным статусом плода»? То есть авторы не говорят, что ребенок – это плод. Нет, они утверждают, что в моральном отношении новорожденный не отличается слишком существенно от плода, который еще не рожден. Чтобы действовали совершенно разные правила, и, например, новорожденного нельзя убить. Именно этот вывод и вызвал наиболее сильную критику, что является логичным. То есть они в своей статье действительно обсуждали возможность того, что в некоторых случаях, если уже после рождения выявляются обстоятельства, которые оправдали бы аборт до рождения, то аналогичные действия могут быть допустимы после рождения. То есть они допускают убийство после рождения живого новорожденного уже человека. Но подавляющее большинство специалистов по биоэтике, врачи, юристы, общественная деятельность не согласны с ними, потому что рождение имеет моральное значение. Сам факт рождения уже создает новые права ребенка. Новорожденный уже самостоятельный человек относительно. То есть после рождения человек существует отдельно от организма матери, поэтому относительно самостоятельным. Становится самостоятельным пациентом, имеет собственные юридические права. Также он имеет право на жизнь, он же уже рожден. Во многих странах право новорожденного на жизнь защищается законом, независимо от его состояния больного, даже если он инвалидом рожден. А статья Джубелини и Минервы была философской работой. Авторы пытались логически проанализировать аргументы, которые используются в спорах об аборте, и пришли к крайне спорному выводу возможности так называемого послеродового аборта, то есть живого человека, новорожденного. Это вызывало широкую критику среди общественности. Давайте перейдем к следующему известному человеку. Это обозреватель салона Мэри Элизабет Уильямс в статье «Ну и что, если аборт уничтожит жизнь? Жизни не равны, либералам вроде меня трудно об этом говорить, иначе мы в конечном итоге будем похожи на ультраправых, которые любят смерть и готовы убить свою бабушку и своего драгоценного ребенка. Однако плод может быть человеческой жизнью, не имея тех же прав, что и женщина, в теле которой он находится». То есть Мэри Элизабет Уильямс – это американская журналистка-публицист. Она много лет писала для интернет-издания «Салон» на темы политики, культуры, феминизма и общественных вопросов. Почему она написала такую статью? В США давно шли споры об абортах.
Одна из основных позиций противников аборта звучит так: аборт нельзя делать, потому что плод – это человеческая жизнь. А Уильямс решила ответить именно на этот аргумент. Она сказала, что даже если признать, что плод – это человеческая жизнь, это не означает автоматически, что его права должны быть равны правам беременной женщины. Что означает фраза «жизни не равны»? Это самая известная спорная часть ее статьи. Она не утверждает, что одни люди по своей ценности лучше других. Ее мысль связана с правами. Жизни не равны. То есть ее мысль связана с правами, а не с ценностью человека. Она пыталась сказать следующее. В жизни бывают ситуации, когда закон не рассматривает интересы разных людей как абсолютно одинаковые. Например, при необходимой самообороне, при спасении одного человека ценой риска для другого и в некоторых сложных медицинских ситуациях. То есть она утверждала, что интересы беременной женщины могут иметь большой юридический вес, больший юридический вес, чем интересы плода. То есть плод может быть человеческой жизнью, она фактически признала, но что плод относится к человеческому виду, точнее. А что означает плод может быть человеческой жизнью, но не имеет тех же прав, что и женщина? По ее мнению, женщина уже является самостоятельной личностью, имеет обязанности, имеет юридические права, принимает решения и существует независимо от всех. А плод находится внутри организма женщины, полностью зависит от нее. Поэтому она считает, что их юридические права могут различаться. Почему ее статья вызвала скандал? Потому что многие люди приняли ее слова, что жизнь не равны, как утверждение, что некоторые люди менее ценные и их надо убивать. Сама Уильямс объясняла, что говорила не о человеческом достоинстве, она говорила о конфликте прав и в ситуации беременности. А сторонники права на аборт говорили, что никто не должен быть обязан использовать свое тело для поддержания жизни другого человека. Против своей воли и можно делать аборт. Поэтому беременная женщина сохраняет право принимать решение, продолжить беременность или прекратить. Что означает ее статья в целом? Если излагать ее мысли максимально просто, она выглядит так. Да, плод можно считать человеческой жизнью. Но это, по ее мнению, не значит, что его права плода всегда равны правам беременной женщины. И в случае конфликта интересов она считает допустимым, то есть можно отдать приоритет правам женщины и сделать аборт, убить ребенка. То есть это одна из многолетних и философских, и юридических позиций многолетней дискуссии об абортах. Она остается предметом глубоких разногласий, сторонники считают ее защитой права женщины на автономию, на независимость, право принимать решения самостоятельно, делать аборт, не делать аборт. А противники ее идеи считали, что она недооценивает права плода на жизнь. Поэтому ее статья вызвала столь широкие обсуждения и критику. Дослушайте до конца это видео, далее будет не менее интересно и познавательно. Джон Гиббон, британский врач, профессор планирования семьи Университетского колледжа Лондона. Много десятилетий занимается вопросами контрацепции, репродуктивного здоровья и медицинской этики. Известен он прежде всего как врач и исследователь в области планирования семьи. Ему приписывают слова примерно такого содержания. Влияние на планету того, что у нас будет на одного ребенка меньше, это влияние на планету на порядок будет больше, чем все эти другие действия, которые мы могли бы сделать, например, экономия энергии. Дополнительный ребенок, с его слов, это эквивалент множества перелетов через всю планету. Эта мысль получила широкую известность после обсуждения исследований об углеродном следе. Смысл заключается в сравнении разных способов уменьшить воздействие человека на окружающую среду. Джон Гиббон рассуждал примерно так. Первый вариант – человек экономит электричество, ездит на велосипеде, меньше летает на самолете, сортирует мусор. Все это уменьшает выбросы парниковых газов. По его мнению, если семья решает иметь на одного ребенка меньше, то уменьшается не только экологический след родителей, не появляется еще один человек, который на протяжении своей жизни тоже будет пользоваться транспортом, есть пищу, потреблять энергию, покупать товары и производить отходы. Поэтому суммарное воздействие оказывается очень большим.
Почему он сравнивал ребенка с перелетами? Это не означает, что ребенок равен самолету или что детей нельзя иметь. Он использовал сравнение ребенка, что ребенок равен самолету, просто для иллюстрации масштаба проблемы. Идея его была такой: если один человек за жизнь произведет определенный объем выбросов, то решение не заводить дополнительного ребенка оказывает гораздо большее влияние на общий объем выбросов, чем отказ от нескольких авиаперелетов. На чем основаны его выводы? В конце 2000-х, особенно после исследований 2017 года, в одном из журналов появились расчеты. По этим расчетам, в развитых странах отказ от рождения одного ребенка может быть связан с гораздо большим сокращением будущих выбросов парниковых газов, что, естественно, очень хорошо. И у многих людей это уже должно быть на автомате. Если мы хотим сохранить экологию, то не надо рожать детей. Однако эти расчеты зависят от используемой методики. Они не являются прям такими бесспорными. Некоторые исследования считают, что эти оценки переоценивают влияние одного решения семьи и недостаточно учитывают развитие технологий, изменение структуры энергетики и разные другие факторы. Что означало его выражение «эквивалент множества перелетов»? То есть это просто метафора, чтобы сравнить экологическое воздействие. То есть означает это следующее: один авиаперелет увеличивает выбросы парниковых газов. Жизнь одного дополнительного человека, ребенка, тоже связана с потреблением ресурсов и выбросами. То есть будет увеличиваться потребление ресурсов. Каждый рожденный, то есть опять увеличивается потребление энергии, ресурсов, воды. Это все расход, расход и еще раз расход. И если суммировать это воздействие вперед, смотреть в будущее за десятилетия, оно может оказаться значительно больше, чем влияние отдельных экологических привычек одного человека. Подведем итог высказыванию Джона Гибо. Он врач-специалист по планированию семьи. Его высказывание, конечно, не означает, что детей нужно прям запрещать или что люди не нужны вообще. Он выражал просто свое мнение, основанное на исследованиях экологического следа, на научных исследованиях. Согласно его исследованиям, решение иметь на одного ребенка меньше может оказать положительное влияние на будущие выбросы парниковых газов, и просто станет меньше, экология станет чище, то есть меньше рожайте и станет чище экология. Вот это он имел в виду, чем если принимать какие-то отдельные меры по защите окружающей среды, от них не будет никакого толку. Давайте перейдем к следующей известной личности, не менее известный, чем прошлый. Обозреватель Detroit News Нолан Финли. Это американский журналист, редактор газеты The Detroit News. Он известен как политический обозреватель, часто пишет колонки с резкими, провокационными формулировками. Давайте я вам скажу одну из его формулировок. Поскольку внимание всей страны сосредоточено на контроле над рождаемостью, вот моя идея. Если мы хотим бороться с бедностью, снизить уровень насильственных преступлений, снизить позорный уровень нищеты, мы должны заменить противозачаточные средства на фторид в питьевой воде Мичигана. У нас в Мичигане проблемы с детьми. Слишком много детей рождается у незрелых родителей, которые не имеют навыков родительских. То есть, чтобы их растить, у них нет денег. Слишком много рожают бедные женщины, не думая головой, которые вообще не могут себе ничего позволить. И слишком много бедных несчастных детей производится на свет. Рождаются от жалких бездельников, которые разбрасывают свое семя, как одуванчики, а затем бегут подальше от последствий, то есть бросают этих детей. Давайте разберем его эту где-то справедливую, где-то страшную цитату. В начале своей статьи Финли пишет: давайте заменим фторид в питьевой воде противозачаточными средствами. То есть пейте воду как противозачаточную, у вас не будет детей. Пейте больше такой воды. Если воспринимать фразу буквально, то это выглядит как бы идеей тайно делать все население бесплодным. Тогда и сократим рождаемость, сократим наконец-то население, станет экология чище, сохранятся природные ресурсы, станет меньше потребления, будет чище вода и прочие плюсы. В своем выражении он использовал сарказм, потому что он такой человек.
Он, конечно, не предлагал реально прям добавлять контрацептивы в водопроводную воду, но это был его прием, который призывал привлечь внимание к основной его мысли о сокращении населения всей планеты. То есть он утверждал, что многие социальные проблемы связаны с тем, что дети рождаются в условиях, где родители не готовы их воспитывать. У них нет на это ни денег, ни ума, ни образования, ничего нет. Слишком часто рождаются дети у очень молодых родителей, в семьях с тяжелой бедностью, при отсутствии стабильных отношений между мужчиной и женщиной. Они просто встречаются, а потом появляются нежелательные дети, и отец бросает ребенка, либо женщина бросает ребенка. Это приводит к тому, что ребенок попадает в интернат, растет там в плохих условиях и куча проблем. Появляются дети у людей без достаточно финансовых возможностей, что плодит нищету дальнейшую и неблагополучие ребенка. И когда один из родителей вообще не участвует в воспитании, зачем все это нужно? Он считал, что такие обстоятельства способствуют просто увеличению бедности и других социальных проблем, в которых будет утопать вся страна. Что означает его выражение «разбрасывать свое семя, как одуванчики»? Это очень грубое выражение, но где-то справедливое. Он имел в виду мужчин, которые вступают в случайные половые связи, становятся отцами нескольких детей, затем не участвуют в воспитании и материальном обеспечении, их бросают. То есть это эмоциональное его выражение. А почему он упоминает очень часто преступность и бедность? Он исходил из предположения, что дети, которые выросли в неблагоприятных условиях, чаще сталкиваются с трудностями в образовании, занятости, социальной адаптации. То есть его основная позиция заключается в том, что общество должно уделять больше внимания ответственному родительству. Надо сначала получить образование. Чем выше уровень образования мужчины и женщины, тем более ответственно они подходит к вопросу, а нужно ли рожать детей, а есть ли у них финансы у обоих на зачатие ребенка и его дальнейшее, чтобы он вырос, на его содержание. То есть они подходят к этому ответственно. Поэтому все известные личности, о которых я говорю, уделяют большое внимание уровню образования. Чем выше уровень образования, они считают, что тем меньше рождаемость, потому что человек, мужчина и женщина, задумывается, у них включаются мозги, и они думают, зачем плодить нищету, у нас нет денег даже самих себя содержать. Тем самым в развитых странах достаточно хороший уровень жизни, потому что там низкая рождаемость. Люди получают образование, это цель номер один, включают голову и лишний раз не рождают несчастного ребенка, который будет расти в плохих условиях, в нищете. И тем самым уровень жизни европейцев выше, чем, например, россиян или в азиатских, кавказских республиках. То есть общество должно уделять внимание предотвращению нежелательных беременностей от необразованных женщин и безответственных мужчин, к ответственному родительству, доступ к средствам контрацепции, чтобы широко в средствах массовой информации распространялись презервативы, противозачаточные, чтобы безграмотные люди просто имели защищенный секс. И к осознанному планированию семьи. То есть к семье нужно подходить осознанно, получив первоначальное образование, какой-то опыт жизни, и только потом создавать семью, чтобы не плодить 2-3 ребенка. Если вы в состоянии, достигли чего-то, то можно подумать, нужен ли даже один ребенок. То есть такой у него был подход. Почему ее статья вызвала резкую критику? Многие читатели, обычные люди, сочли ее оскорбительной по отношению к бедным людям и семьям и чрезмерно упрощающей причины бедности. И, конечно, стигматизирующей молодых родителей. Кроме того, предложение о добавлении контрацептивов в воду, даже в форме сатиры, показалось очень многим шокирующим. То есть он хочет всех травить и сделать всех бесплодными, чтобы уменьшить бедность, безграмотность. И что означает его статья в целом? Если убрать эмоциональное выражение, то мысль Финли можно передать так. По его мнению, часть социальных проблем любой страны и общества в целом можно было бы уменьшить, если бы меньше детей рождалось в условиях, когда родители не готовы, не способны обеспечить им безопасное и стабильное воспитание. Но кто-то соглашается с тем, что ответственное планирование семьи может снизить социальные риски. Кто-то считает, что этот подход, не все учитывают структурные причины. Причина бедности бывает и в другом.
Таким образом, статья его представляет публицистическую колонку с использованием сарказма и гиперболы. Давайте перейдем к следующей известной личности, но известной для американской публики. Профессор университета штата Колорадо Филипп Кафаро в статье «Климатическая этика и демографическая политика». О чем он говорил? Прекращение роста населения почти наверняка является необходимым, но недостаточным условием для предотвращения катастрофического глобального изменения климата. Действительно, для этого может потребоваться значительное сокращение нынешней численности населения. Филипп Кафаро – американский философ, профессор университета штата Колорадо. Как вы видите, это все известные люди, они все образованные, и все они говорят о необходимости сокращения населения всей планеты, всего земного шара, все это научно обосновывают. Филипп Кафаро не является климатологом или демографом по основной специальности. Его область исследования – экологическая этика. То есть вопросы взаимоотношений человека, природы, потребления и ответственность. Образованные люди всегда акцентируют внимание на слове «ответственность» перед будущими поколениями. Кафаро известен тем, что открыто выступает за обсуждение роли роста населения среди экологических проблем существующих. Его взгляды очень радикальны по сравнению с позицией многих других экологов. Давайте разберем его высказывание по частям. Он говорил о прекращении роста населения почти наверняка является необходимым условием. То есть он считает, что если население Земли будет постоянно увеличиваться, то бороться с изменением климата будет очень сложно. То есть его логика такова: больше людей, больше жилья, больше автомобилей, больше заводов, больше потребления энергии, сельского хозяйства и больше выбросов парниковых газов. Следовательно, остановить рост населения уже необходимо, чтобы сохранить и природные ресурсы, и все остальное. Что означает фраза «необходимые, но достаточные условия»? То есть прекращение роста населения почти наверняка, он сказал, является необходимым, но недостаточным условием. Этого недостаточно, чтобы предотвратить катастрофу глобального изменения климата. Это означает, что одного этого недостаточно. То есть даже если население перестанет расти, это не решит проблему изменения климата. То есть необходимо переходить на чистую энергетику, уменьшить выбросы, повысить энергоэффективность, развивать новые технологии, менять модель потребления. Иными словами, остановка роста населения – это только одна из мер, но это не единственное решение, по его мнению. Следующее его выражение, точнее продолжение: может потребоваться значительное сокращение нынешней численности населения. Это очень спорная часть его статьи. То есть простыми словами звучит так: возможно, даже стабилизации населения, сокращения населения будет недостаточно. То есть в долгосрочной перспективе человечество может прийти к тому, что людей на планете станет меньше. Чтобы нагрузка на экосистему снизилась и окружающая среда будет чище. Значит ли это, что он предлагает уничтожать людей? Ну, как бы нет. Хотя в закрытых клубах и в закрытых заседаниях неизвестно, что они там обсуждают, потому что ковид и прочие все вот эти вот искусственные цунами, искусственные землетрясения, которые созданы волей человека, они в конечном итоге приводят к чему? К уничтожению людей. Просто об этом так открыто не говорят, чтобы не пугать людей. Говорят приличными словами, приятными выражениями, чтобы люди поняли это правильно. А многие люди из-за того, что у них нехватка образования, они слушают страшные фразы и не понимают, о чем речь. И не относятся к этому серьезно. А потом приходит какая-то болезнь, типа ковида или разные оспы или землетрясения, и они думают: а почему это произошло, сколько людей умерло? Так это все было запланировано. Это все преподносилось средствами массовой информации вам. Вы все слушали, но вы из-за нехватки уровня образования не поняли, о чем речь, что вас скоро ждет смерть. Еще и в огромных количествах. Поэтому все эти известные люди, о которых я говорю, в первую очередь говорили о необходимости в первую очередь иметь образование, тем самым не будет нежелательных беременностей, будет больше развитых стран, высокий уровень жизни, то есть будет меньше нищеты.
Почему же он считал уменьшение населения полезным? По его мнению, если население уменьшится, уменьшится потребление нефти, меньше нужно будет полезных ископаемых добывать, меньше будет строительство новых городов, вырубка лесов сократится, а леса это кислород и от землетрясения, ну, многие функции выполняет. Меньше загрязнения окружающей среды будет, чем меньше населения, меньше выбросов СО2, углекислого газа, и экология будет чистая, более чистая. Международные научные организации, такие как Межправительственная группа экспертов по изменению климата, признают, что демографические изменения климата, они влияют на объем, демографические изменения влияют на объем выбросов, потребления ресурсов. Однако они обычно рассматривают это как один из многих факторов вместе там с технологиями, энергетикой, экономикой, политикой. В докладах межправительственной группы экспертов обычно основной упор делают на сокращение выбросов, повышение энергоэффективности, переход к низкоуглеродной экономике. Почему его статья вызвала споры? Потому что чрезмерное внимание к численности населения может отвлекать внимание от проблем высокого уровня потребления, создает риск давления на всякие репродуктивные права, несправедливо переносится ответственность на страны с высокой рождаемостью, где высокая нищета, где большой уровень бедности, хотя их вклад в выбросы может быть сравнительно небольшим. Но сторонники Кафарова считают, что обсуждать демократию необходимо и обязательно, потому что она реально влияет на долгосрочную экологическую нагрузку. Чем меньше населения планеты, тем чище экология. Действительно, природные ресурсы будут сохраняться. Но какими путями они к этому приходят? С помощью голодовки, войны, бедствий, бактерий и прочего. Искусственного изменения климата уничтожает население и добивается в конечном итоге якобы чистой экологии. Подведем итог его высказывания. Филипп Кафар – это философ, специализирующий на экологической этике. Его статья, конечно, открыта для общественности, она прям так не призывает к насильственному сокращению населения, то есть насильственно нет, он не призывает убивать людей. Его основная, хотя высказывания его достаточно резкие, его основная мысль заключается в том, что, по его мнению, для долгосрочного решения экологических и климатических проблем недостаточно только развивать зеленые технологии. Нужно как бы сокращать и население. И чтобы люди повышали уровень своего образования и приходили к выводу, что достаточно одного ребенка или вообще его не нужно рожать по своим каким-то там соображениям, смотря на свое финансовое положение. Перейдем к следующему известному человеку. Это профессор Массачусетского технологического института Пенни Чисхолм. Американский ученый, опять же мы рассматриваем известных людей, умных людей, американские ученые, профессора Массачусетского технологического института. Он является морским биологом, всемирно известен своими исследованиями океанического фитопланктона, в частности микроорганизмов, которые играют важную роль в производстве кислорода и круговороте углерода. Настоящая хитрость заключается в том, чтобы попытаться достичь предела ниже этих 9 миллиардов, чтобы уровень рождаемости в развивающихся странах падал как можно быстрее, и это определит уровень, на котором люди остановятся. Что означает его цитата? Давайте разберем ее по частям. Настоящая хитрость. Хитрость он, скорее всего, имел в виду главную трудность или главную задачу. То есть самое сложное – это добиться того, чтобы население перестало быстро увеличиваться. Достичь предела ниже этих 9 миллиардов, в разные годы демографы прогнозировали, что население Земли может стабилизироваться примерно на уровне 9 миллиардов человек или выше, в зависимости от разных сценариев. Чисхолм говорит, было бы лучше, если бы население остановилось на меньшем уровне. То есть она выражает мнение, что более низкая численность населения создала бы меньшую нагрузку тоже на окружающую среду. Чтобы уровень рождаемости в развивающихся странах падал как можно быстрее, она не говорит, что нужно уменьшать уже существующее население, она говорит о рождаемости. То есть женщины в странах, где рождаемость высокая, обычно это развивающиеся страны, они развитые, со временем должны иметь меньше детей.
Что означает ее фраза «уровень рождаемости»? Это среднее количество детей, рождающихся у одной женщины. Например, если раньше в среднем было 6 детей, затем стало нормальным, в среднем 2 ребенка, то рождаемость уже снизилась. Это не означает, что население начинает сразу прям резко уменьшаться. Оно может еще долгое время расти, но более медленными темпами. Почему она говорит о развивающихся странах? Потому что в начале 21 века более высокий естественный прирост населения действительно наблюдался в странах Африки, Азии. Ее фраза «и этот уровень», и это определит уровень, на котором люди остановятся. Она закончила свою фразу этим. Она имеет в виду, что если рождаемость начнет снижаться раньше, то итоговая численность населения, когда рост прекратится, будет меньше. Например, условно, если рождаемость снижается быстро, население может стабилизироваться на одном уровне. А если снижается постепенно, медленно, рост населения и рождаемость, то население успеет вырасти сильнее, прежде чем стабилизироваться. Как ученый, который изучает океаны, Чесхолм много лет исследовала, как человеческая деятельность влияет на климат, океаны, морские экосистемы, круговорот углерода. Поэтому она считала, что обсуждение демографии – это часть разговора об экологии. То есть подведем итог ее высказывания. Пенни Чисхолм – известный морской биолог, профессор МИД, а не политик и не специалист по демографической политике. Смысл его высказывания в том, что более раннее добровольное снижение рождаемости, добровольное, особенно в странах с высоким естественным приростом населения, может привести к тому, что численность населения Земли стабилизировалась бы на более низком уровне. Это отражает одну из позиций в экологических дискуссиях. А давайте теперь поговорим про не менее интересного персонажа. Это комик Билл Махер, который сказал не менее провокационную фразу: «Я за выбор, я за помощь в самоубийстве, я за обычное самоубийство, вот за что я. Здесь слишком многолюдно, на планете слишком многолюдно, и нам нужно пропагандировать смерть». Билл Махер – это американский стендап-комик, телеведущий, политический комментатор, автор. Он известен своими сатирическими программами и часто высказывается на темы политики, религии, экологии, социальных проблем и намеренно использует провокационный юмор. То есть, если читать буквально его фразу, то кажется, что Махер призывает к гибели миллионов людей, но смысл несколько сложнее. «Я за выбор», то есть он имеет в виду, что поддерживает право женщины самостоятельно принимать решение об аборте. «Я за помощь в самоубийстве», то есть он говорит про добровольный уход из жизни. Практика в некоторых странах, в Штатах разрешена для неизлечимо больных пациентов при строгих юридических условиях. То есть можно добровольно лишать себя жизни. Это отличается от призыва к самоубийству здоровых людей. Это обычно говорится о неизлечимо больных людях. Если они устали от боли и хотят умереть, то это разрешено. Поэтому он говорил: «Я за помощь самоубийству», чтобы ввели лекарства, если пациент больной, неизлечимо больной, согласен, и пускай он освободится от этой ноши и уйдет на тот свет. Его фраза «я за обычное самоубийство» – это самая провокационная часть его выражения. Здесь Махер использует намеренно шокирующую формулировку, то есть, это как бы черный юмор. Но он не призывал, якобы он не призывал к тому, чтобы люди лишали себя жизни. На планете слишком многолюдно, он говорил, то есть он выражает свое мнение, что человечество оказывает большое влияние, слишком большое, на окружающую среду. Он связывает это с изменением климата, загрязнением, чрезмерным потреблением, истощением ресурсов. И нам нужно пропагандировать смерть, в конце он сказал. То есть, если понимать буквально, то звучит как призыв, чтобы люди чаще умирали. Но в контексте выступлений комика, стендапера Махера многие комментаторы рассматривали как саркастическое привлечение. Он противопоставлял культуру, которая поощряет постоянный рост населения, своей фразе о пропаганде смерти, чтобы подчеркнуть обеспокоенность перенаселением планеты. Он считает, что человечество оказывает очень чрезмерную, огромнейшую нагрузку на планету, поддерживает право человека на некоторые формы самостоятельного выбора в вопросах жизни и смерти и использует провокационный юмор, чтобы было якобы интереснее, чтобы привлечь внимание к этим темам или проблемам.
Но многие простые люди воспринимали его высказывания как слишком резкие, оскорбительные, а его сторонники, у него тоже были сторонники, они считали, что это сатира и это способ заставить аудиторию задуматься. Он происходил из влиятельной политической семьи и долго ходил в руководство правящей партии. Мы уже перешли к следующей личности. И кто же это был? Таро Ассо. Он известен не только своей политической карьерой, но и рядом резких, неоднозначных публичных высказываний, за которые ему неоднократно приходилось оправдываться. Что же произошло? В 2013 году во время выступления, которое посвящено росту расходов на здравоохранение и старению населения Японии, Ассо сказал слова, которые в переводе звучат примерно так. Вы не можете спать спокойно, когда думаете, что все это оплачивается государством. Эта проблема не будет решена, если вы не позволите им умереть поскорее. Конечно, эта фраза вызвала большой общественный скандал, и потом он оправдывался за нее. То есть, почему он вообще об этом говорил? Япония – одна из самых старых стран мира по возрастной структуре населения. Это означает, что очень высокая продолжительность жизни, большое число пожилых людей, огромные государственные расходы на пенсии и медицинскую помощь. И политики постоянно обсуждают, как же финансировать систему здравоохранения в таких условиях. Что означает его фраза «все это оплачивается государством»? Ассо говорил о том, что лечение тяжелых больных и пожилых пациентов, оно финансируется в основном за счет государственного бюджета и налогов. Он выражал обеспокоенность тем, что расходы на здравоохранение продолжают расти. Что означает фраза «не позволить ему умереть скорее»? То есть, тут, конечно, многие возмущались. Если читать ее буквально, звучит так, будто политик предлагает не продлевать жизнь тяжелым больным людям, а наоборот их быстрее убивать. Однако после этой резкой критики Ассо начал оправдываться и сказал, что его слова были неудачно сформулированы, и что он говорил прежде всего о собственном отношении к себе. Если он сам окажется в состоянии, когда его жизнь поддерживается исключительно дорогостоящим лечением, без надежды на улучшение, то он не хочет чрезмерно обременять государство, и лучше, чтобы он сам умер. То есть он все как бы перевел на себя, чтобы критика спала, и люди так не были сильно настроены против него. Но это объяснение не сняло всей критики с него, оно отражало его последующую публичную позицию. Подведем итог. Таро Ассо – один из ведущих японских политиков, бывший премьер-министр, многолетний вице-премьер. Его слова сказаны в контексте обсуждения роста расходов на медицинскую помощь в стареющем японском обществе. Фраза о том, что нужно позволить им умереть скорее, она вызвала широкий общественный резонанс. То есть нужно позволить им умереть быстрее. Очень резкое высказывание. Позже он объяснялся, что он говорил якобы о собственном отношении к продлению жизни при тяжелой болезни. Его высказывание до сих пор приводится как пример крайне неудачной и спорной политической, не менее интересных высказываний известных личностей. Перейдем в конечном итоге взгляд Библии на золотой миллиард. Что говорит Библия об уничтожении популяции населения всей планеты? А сейчас осталось еще немного. Рассмотрим следующую известную личность – Пол Эрлих. Наверное, вы когда-то о нем слышали. Бывший советник президента Джорджа Буша. Советник по науке и автор книги «Демографическая бомба». Он американский биолог Пол Эрлих, энтомолог, то есть специалист по насекомым, и профессор Стэнфордского университета. Он один из самых известных ученых, который писал о перенаселении Земли. Его выражение: на наш взгляд, фундаментальное лекарство – это сокращение масштабов человеческой деятельности, включая численность населения. Есть необходимость в ее сокращении. Это нужно для поддержания совокупного потребления в пределах несущей способности Земли. И это очевидно, но слишком сильно игнорируется всеми или отрицается. Это одна из центральных идей Пола Эрлиха. Разберем ее по частям, его фразу, его идею. Что он имел в виду под фундаментальным лекарством? Он сравнивал экологические проблемы с болезнью. То есть
и болезнь надо лечить. Это логично. То есть он говорит, если человечество хочет решить экологический кризис, нужно устранить его причины. А фундаментальное лекарство – это сокращение масштабов человеческой деятельности. При этом здесь имеется в виду не только уменьшение числа людей, но и нужно сократить общее воздействие человечества на природу. Например, меньше добывать полезных ископаемых, меньше вырубать леса, меньше загрязнять, меньше сжигать нефть и уголь и меньше потреблять. То есть здесь речь идет так же, как и у некоторых других известных людей, о которых я раньше вам говорила, это цель снизить экологическую нагрузку. Фундаментальное лекарство – это сокращение масштабов человеческой деятельности, включая численность населения. Включая численность населения, о чем говорит эта фраза? То есть Эрлих считает, что экологическая нагрузка зависит не только от того, как живут люди, но и от количества людей, сколько людей живет на планете. По его мнению, если население продолжает увеличиваться, расти, то растет потребление еды, воды, строится больше городов, больше энергии, растут выбросы, усиливается давление на природу. Он полагал, что обсуждать нужно и демографические тенденции. Это очень важно. На наш взгляд, фундаментальное лекарство сокращение масштабов человеческой деятельности, включая численность населения, нужно для поддержания совокупного потребления в пределах несущей способности Земли. Что значит несущая способность Земли? Это важное научное понятие, это именно научное понятие. Несущая способность Земли значит максимальное количество живых существ, которое экосистемно способно поддерживать длительное время, столетия, не разрушая себя. Например, если остров может прокормить 1000 оленей, то 1000 оленей – это несущая способность Земли. Если оленей станет 3000, то растительность, которую они едят, может вообще исчезнуть. После чего начнется массовая гибель животных от голодовки. И Эрлих перенес эту идею на человечество. А что он имел в виду, когда говорил для поддержания совокупного потребления в пределах несущей способности Земли? Совокупное потребление, он подчеркивал, что значение имеет не только численность населения, но и уровень потребления. Совокупное потребление. Например, один человек потребляет очень много ресурсов. Это может оказывать большое воздействие на окружающую среду, большее воздействие на окружающую среду, чем несколько человек, которые живут значительно скромнее и меньше потребляют ресурсов. Поэтому Эрлих часто использовал формулу воздействие на природу, знак равно. Как оказывается воздействие? Это население, умноженное на уровень потребления, умноженное на технологии. То есть экологическая нагрузка зависит сразу от нескольких факторов. Вот от этих факторов. Население, уровень потребления, технологии. В книге «Демографическая бомба» Эрлих предупреждал, что быстрый рост может привести к нехватке продовольствия, голод, экологический кризис, истощение ресурсов. Книга оказала большое влияние на общественные дискуссии тех годов, хотя многие ее конкретные прогнозы впоследствии подвергались очень серьезной критике. Давайте подведем итог. Пол Эрлих – известный американский биолог, который посвятил большую часть своей карьеры изучению взаимосвязи населения, потребления ресурсов и экологии. Более какой-то безобидный человек, о котором я сейчас говорю. В приведенной цитате он не говорит об уничтожении людей, его мысль заключается в том, что, по его мнению, для предотвращения экологического кризиса нужно уменьшить общее воздействие человека на природу, всего человечества на природу, а это включает сюда и снижение чрезмерного потребления ресурсов и замедление роста населения. Хотя эти взгляды, в принципе, не особо отличаются от взглядов других известных людей, если только он выражался более мягче, не такими резкими высказываниями провокационными, как другие известные личности, о которых я ранее говорила. Его взгляды оказали большое влияние на экологические дискуссии, к нему прислушивались. Есть еще один интересный человек, это телеведущий Великобритании, сэр Дэвид Аттенборо. Дэвид Аттенборо – один из самых известных в мире популяризаторов науки о природе. Более 70 лет он снимал документальные фильмы о животных, океанах, экосистемах для BBC, для канала BBC.
И вот сериалы, такие как Planet Earth, Blue Planet, Голубая планета и Our Planet, Наша планета, познакомили миллионы людей с миром живой природы. Еще раз повторюсь, это телеведущий Великобритании сэр Дэвид Аттенборо. Он создал эти программы, которые многие из вас смотрели. Его высказывание: мы все, это чума на Земле. Чума вернется, чтобы обосноваться в течение следующих 50 лет или около того. Это не просто изменение климата, это очистка пространства, места, где можно выращивать еду для этой огромной орды людей. Либо мы ограничим рост населения, либо мир природы сделает это за нас. И мир природы делает это за нас прямо сейчас. Давайте разберем его фразу. Что означает «мы все» – это чума на Земле? Он не утверждал, что люди буквально являются какой-то болезнью. Он подчеркивал, что деятельность человечества оказывает очень сильное воздействие на природу. Но опять же, люди загрязняют океаны, вырубают леса, уничтожают места обитания животных, способствуют исчезновению видов животных, изменяет климат. Просто он использовал очень эмоциональное сравнение. Что означает «чума вернется»? То есть чума, он имел в виду не конкретную болезнь, он аналогию проводил, как эпидемия быстро распространяется, чума быстро же распространялась и нарушала нормальную жизнь людей и вообще всего человечества в целом. И экосистемы тоже. Так, по его мнению, человеческая деятельность быстро изменяет природные экосистемы. Когда он говорил, что это не просто изменение климата, это очистка пространства, место, где можно выращивать еду для этой огромной орды. Фраза «это не просто изменение климата», здесь Аттенборо хотел сказать, что экологический кризис не ограничивается только глобальным потеплением, что экологический кризис это также уничтожение лесов, которые делаются руками человека, потеря биоразнообразия, тоже чаще всего по вине человека, деградация почв, нехватка пресной воды, потому что рост населения и все используют воду, сокращение природных мест обитания животных, потому что люди вырубают леса, застраивают новостройками, бизнес-центрами, клубами и прочим. Его фраза относительно очистки пространства, что это не просто изменение климата, это очистка пространства, место, где можно выращивать еду. То есть он говорит о расширении сельского хозяйства. Когда население увеличивается, нужно больше зерна, овощей, мяса, пастбища всякие. То есть для этого во многих регионах мира вырубают леса и осваивают новые территории. И сокращается популяция животных. То есть именно это он имеет в виду под освобождением пространства. А чтобы кормить эту орду, орда в русском языке звучит очень резко, а в английском хорды, оно тоже имеет эмоциональную окраску, но Аттенборо использовал его, чтобы подчеркнуть масштаб роста человечества. Он имел в виду, что это орда человечества, а не для того, чтобы назвать людей какими-то неполноценными или обозвать их. Нет. Тем не менее, его лексику сочли очень неудачной и слишком неуважительной. Это подвергалось критике. Его фраза «либо мы ограничим рост населения», это основная его мысль, считал, что рост населения просто необходимо замедлить. При этом он обычно говорил о добровольных мерах, то есть надо повысить уровень образования, о котором я говорила раньше, что с помощью, если высокий уровень образования, люди подходят осознанно к созданию семьи и к вопросу, нужен ли ребенок, в состоянии ли они ему обеспечить нормальные условия жизни. Хотя нормальные условия жизни для каждого человека по-разному. Для кого-то нужны машины, квартиры, только потом рожаем детей, а кому-то достаточно есть образование, или даже его нету, есть домик какой-то, какая-то работа, этого достаточно, а дальше все получится. Некоторые люди, обычно в азиатских и странах СНГ, они менее обдуманно, скажем так, подходят к вопросу рождения детей и не подготовлены. Меньше думают о том, на что они будут кормить ребенка, какое образование, смогут ли они ему дать. Такое есть, об этом говорят ученые. Он говорил, добровольные меры нужны, то есть нужно обеспечить доступ к контрацепции, чтобы многие предохранялись и нежелательные дети, необдуманные дети не рождались. Для этого нужно повышать образование, необразованных людей готовить, использовать постоянно контрацепцию, защищаться,
повышать уровень жизни людей. Поэтому во многих странах это сопровождается снижением рождаемости, когда повышается уровень жизни. Что означает его фраза? Либо мы выбираем, то есть либо мы ограничим рост населения, либо мир природы сделает это за нас. То есть, по мнению Аттенбора, если человечество не уменьшит экологическую нагрузку, то природа сама создаст ограничения. Например, голод. Мы постоянно используем природные ресурсы или сельскохозяйственные угодья. Все это поедаем, потому что много населения. Что дальше будет? Голод, нехватка воды, распространение болезней, разрушение экосистемы, снижение урожайности. И в том числе из-за деградации окружающей среды, конфликты из-за ограниченных ресурсов. Каждый начинает бороться за территорию, за выживание, и начинаются конфликты, войны, голод, уничтожение населения, смерти и прочее. То есть он не говорит о том, что природа, либо мир природы сделает это за нас, уменьшит численность населения планеты. То есть он не говорит, что природа хочет наказать людей и съесть их. Нет, он говорит о том, что если ресурсы окажутся недостаточными, это может привести к тяжелым последствиям для человечества. Но критики считают, что его выражение, что мы все это чума, могут создать впечатление, как будто человеческая жизнь представляет собой проблему сама по себе. То есть, что это какой-то ужас. Сторонники отвечают, что Аттенбор использовал сильные очень фразы, чтобы специально это делал, привлечь внимание к экологическим проблемам, а не для того, чтобы обесценивать человеческую жизнь. Подведем итог. Дэвид Аттенборо, всемирно известный британский натуралист, популяризатор науки. Он в своей цитате выражал мнение, что человечество оказывает слишком огромную нагрузку на окружающую среду, на экологию. И если рост населения и потребления не будет сопровождаться устойчивым развитием и не будет правильного распределения ресурсов, то экологические ограничения могут сами привести к тяжелым последствиям для людей. Осталось еще совсем немного. Если вам интересно, оставайтесь на нашем канале, дослушайте до конца. Все высказывания наших известных людей, они достаточно резкие, провокационные и интересные. Следующая известная личность — это Дэвид Форман. Его выражение: «Моя цель — сократить население примерно до 100 миллионов человек». То есть это уже даже не до золотого миллиарда. Дэвид Форман, Дэйв Форман, можно так его назвать, это американский экологический активист, писатель, один из основателей радикального природоохранного движения Earth First в 1980 году. Позже он дистанцировался от наиболее радикальных методов движения и участвовал в создании другой организации, которая занималась сохранением дикой природы. Его фраза «Моя цель – сократить население примерно до 100 миллионов». Как легко он это сказал. Но эта фраза связана с его взглядом на экологию. То есть Форман придерживался идеи, что человечество оказывает огромное сильное давление на экосистему, то есть многие виды животных исчезают по вине деятельности человека, а расширение сельского хозяйства городов уничтожает вообще природные территории, вырубаются леса, чтобы там строить здания, коробки, дома, как назвать их еще, человейники и прочее. И современный уровень потребления не может бесконечно расти, это нельзя допустить. Выступал ли Форман за уничтожение людей? Достоверных данных, что он прям призвал к массовому уничтожению людей, конечно, нет, но его взгляды были очень резкими и действительно похожими на то, что он хочет уничтожать массово людей. В разные годы он выступал действительно за резкое снижение рождаемости, прям резкое. Критиковал очень резко и активно бесконечный рост населения, высказывал очень жесткие, прям диктаторские неоднозначные комментарии о последствиях голода, о перенаселении, за что подвергался широкой критике. Были как сторонники, так и критики. Из-за некоторых его резких, жестких заявлений, высказываний его обвиняли в безразличии вообще к человеческим страданиям, что он нечувствительный и в крайних экологических взглядах. А почему именно 100 миллионов человек? Это, опять же, не научный расчет.
То есть ученые, кто-то говорит, нужно до золотого миллиарда, кто-то 100 миллионов человек, кто-то 300, ну, кто-то 10 миллиардов человек считает. Разные ученые по-разному оценивают цифры, это не какие-то подсчеты. Это личная оценка Формана, основана на убеждении, что если значительно будет меньше населения, меньше миллиарда, то есть 100 миллионов, этого хватит, то большая часть планеты может оставаться в естественном нормальном состоянии. Потому что среди экологов нет какого-то единого мнения, что какое количество населения Земли является оптимальным. Давайте подведем итог его высказыванию. Моя цель – сократить население примерно до 100 миллионов. Его позиция заключалась в необходимости долгосрочного сокращения численности населения и резкого через снижение рождаемости. Хотя его публичные заявления вызывали серьезную критику за жесткость и отсутствие сочувствия вообще к людям и к последствиям природных катастроф. Следующий наш известный человек – это Айзек Азимов. Он писал, что перенаселение может стать серьезной угрозой цивилизации и демократии. Неоднократно писал об этом в своих научных популярных статьях и говорил в интервью. Кто же он такой? Айзек Азимов. Американский писатель, биохимик, популяризатор науки. Айзек Азимов родился в семье еврейских иммигрантов из Российской империи, но вырос он в США, получил степень по биохимии, преподавал в университете. Наибольшую известность ему принесли циклы «Основание» и «Я робот». Но всего он написал и отредактировал более 400 книг по самым разным темам, начиная от физики и астрономии, заканчивая историей и Библией даже. Его логика примерно такая. Чем больше людей, тем выше давление на ресурсы. Ну, так же, как и другие известные личности, ученые и преподаватели, и политики рассуждали. Требуется больше еды, воды, энергии и так далее. Нагрузка на сельское хозяйство. Высокая плотность населения, он говорил, Айзек Азимов, ухудшает качество жизни. То есть Азимов сравнивал общество с переполненной комнатой. Даже если еды хватает, людям становится труднее жить спокойно. И демократия требует определенной стабильности. Если ресурсов становится недостаточно, то усиливается бедность, растет преступность, возникают массовые миграции, и люди начинают поддерживать жесткие авторитарные меры ради порядка. То есть государство вынуждено использовать авторитарные, тоталитарные способы, чтобы удержать порядок в стране. Именно это он имел в виду, когда писал, что перенаселение может угрожать демократии. То есть не потому, что большее число людей автоматически разрушит демократию, а потому что тяжелые социально-экономические кризисы могут подталкивать общество к отказу от демократических институтов, к революциям и беспорядку и к прочим антисоциальным реалиям. Он постоянно подчеркивал необходимость гуманного ограничения рождаемости. Гуманного, то есть нужно развивать образование, доступ к контрацепции, чтобы меньше рождаемости нежелательной было, меньше нежелательных зачатий было. Нужно осознанно планировать семью, повышать уровень жизни людей, тогда и сократится рождаемость, и призывал к международному сотрудничеству. Айзек Азимов считал, что проблему нужно решать до того, как она приведет к голоду, войне, эпидемии, то есть заранее. То есть он не писал, что нужно оставить именно миллиард людей, и он не предлагал прямой программы уничтожения остального населения, но почему иногда создается такое впечатление, что он хотел, чтобы был миллиард людей, и как будто он хочет уничтожать остальное население, но Айзека Азимова часто цитируют без контекста. Например, ему принадлежит известная мысль, что демократия не может долго существовать при перенаселении, и человеческое достоинство не может существовать при перенаселении, и удобство и приличие не могут существовать при перенаселении. По мере увеличения числа людей ценность жизни снижается и вообще исчезает даже. То есть, чем больше людей, ценность жизни вообще сводится на ноль. Чтобы ценить жизнь, нужно малое количество людей. Чтобы было удобство и сохранялось элитное общество, нужно мало людей. И чтобы сохранить человеческое достоинство, не нужно много людей. Вот этот, как это сказать, базар-вокзал, или как это в простонародье говорят, что вот этого не должно быть.
Тогда останутся якобы, как они многие выражаются, известные люди, лучшие люди, образованные, умные и прочее, и прочее. Эти его слова описывают его прогноз о возможных последствиях. Но если кратко говорить, то Айзек Азимов считал перенаселение, в общем, одной из главных долгосрочных угроз, именно угроз человечеству. Он боялся, что дефицит ресурсов приведет к войне, голоду, усилению авторитаризма. То есть будут беспорядки на фоне социальной, в общем, неустойчивости людей, на фоне бедности. Это придет к беспорядку, и нужно будет применять авторитарные, тоталитарные режимы управления людьми. Он сам выступал за добровольное снижение рождаемости без каких-то резких мер, за повышение образования, за осознанное планирование семьи, за осознанный подход к планированию семьи. Рассмотрим еще парочку не менее известных личностей. Это Мэтью Иглесиас, корреспондент Slate по бизнесу и экономике. Статья «Аргументы в пользу панелей смерти на одной диаграмме». Он американский журналист Мэтью Иглесиас, политический обозреватель, автор. Послушаем одно из его высказываний. «Не только расходы на здравоохранение для пожилых людей являются ключевой проблемой бюджета, но наше непропорциональное выделение долларов на здравоохранение пожилым людям несомненно объясняет поразительное отсутствие очевидной экономической эффективности американской системы здравоохранения. Когда пациенту уже за 80 лет, простой факт заключается в том, что никакое лечение не сотворит чудеса с точки зрения продолжить его жизнь или качество жизни. Так зачем тратиться?» Что означает его цитата? Его эта фраза, цитат, написана была во время острых дебатов о реформе, когда проводилась реформа здравоохранения в США в конце 2000-х годов. Он употреблял резкое выражение такое «панели смерти». Это выражение появилось как политическое обвинение. Некоторые критики реформы здравоохранения в США, они говорили, что государство якобы будет создавать комиссии, которые решат, кому из пожилых пациентов нужно оказывать дорогостоящее лечение, а кому не нужно. Иглесиас в заголовке статьи использовал выражение «аргументы в пользу панелей смерти», в провокационном смысле. А его основная мысль, она была экономической. Он говорил, что значительная часть расходов американского здравоохранения приходится именно на людей очень пожилого возраста. Это минус для экономики страны. И многие дорогостоящие процедуры в возрасте 80-90 лет могут давать только небольшую, чуть-чуть продолжить жизнь старика или ограниченное улучшение его качества жизни, что смысла якобы в этом нет. И если ресурсы ограничены, то обществу приходится обсуждать, как их распределять более эффективно. А фраза его, когда пациенту уже за 80 никакое лечение не сотворит чудес, означает, что не то, что прям не нужно лечиться, а то, что современная медицина имеет естественные пределы. Она не может полностью остановить старение или вернуть человеку здоровье 20-летнего. Фактически он поднимал вопрос о распределении ограниченных ресурсов, тема, которая вызывает серьезные разногласия. Но критики, конечно, считали, что он дискриминирует пожилых людей, что их как бы особо не надо лечить, не надо на них много тратиться, а сторонники Иглесиаса говорили, что обсуждать эффективность медицинских расходов обязательно необходимо. Почему эта тема вызывала споры? С финансированием, финансировать стариков, пожилых лечить, продлевать им жизнь или нет смысла в этом. Но во многих странах существует область, называемая экономика здравоохранения. Она изучает, как использовать ограниченные ресурсы. Здесь возникает вопрос, какие лекарства нужно финансировать, какие платными сделать, какие операции оплачивать из государственного бюджета, а какие на частной основе, пусть люди сами платят, и насколько эффективны разные методы лечения. Подведем итог. Приведенная цитата Иглесиаса отражает его позицию о распределении медицинских ресурсов и эффективно ли дорогостоящее лечение для очень пожилых людей. Все эти известные люди, о которых я говорила, они входили при жизни или входят в элиту, верхнюю элиту.
и под разными безобидными целями, фразами безобидными целями достичь чистой экологии, сохранить ресурсы, уменьшить их потребление и прочее, прочее, а там они где-то в закрытых клубах, закрытых заседаниях, где не слышат общественность, они скрывают самое опасное для так называемых ими худших людей, то есть низшей касты, которые не входят в эту элиту, в меньшинство. Они скрывают, то есть их планы по уничтожению, по стерилизации населения всего земного шара любыми способами, о которых нам заранее не сообщает, может кто-то где-то намекает, но большинство людей к этому не относится серьезно, пока не наступит эта беда. То есть любыми способами утилизации населения, которая приведет к сокращению численности людей, и тем самым цели элиты по экологии, по лучшему уровню жизни будут достигнуты. Однако никогда не забывайте, что выше всех ученых, о которых я говорю, предпринимателей, философов, политиков и прочих, стоит Господь Бог. Его Божьи заповеди, слова Бога, которые вот эти все ученые, предприниматели совершенно не учитывают. Они не принимают во внимание там положение Библии. Тут стоят интересы определенной группы людей. Это малая элита, их эгоистические желания. Есть верхушка, есть их приказы, которые выполняются теми же учеными, тех же университетов, там, политиками разными, философами. То есть они пишут статьи по приказам верхушки и тем самым строят соответствующие планы по сокращению населения. Но все это обычно преподносится в средствах массовой информации простому народу так, чтобы это не так страшно звучало, аккуратно, а все страшное скрывается вне поля зрения, вне нашего поля зрения. То есть это эгоистические желания, что мы все себе короли, остальные люди мусор, и создано для обслуживания этого золотого миллиарда или этих 300 миллионов. На данный момент идет трансформация нашего уклада жизни, потихоньку убирают, точнее уже давно убирают многие профессии, они обесценены, их заменяет искусственный интеллект, чат GPT, останутся в итоге профессии для обслуживания этого миллиарда или нескольких миллионов, такие как обслуга, прислуга, как элита называет их, парикмахеры, косметологи, строители, там, здания или чего-то еще, мастер маникюр, педикюр, эпиляции и прочий обслуживающий персонал для избранной элиты, как они себя считают, для лучших людей, как они себя называют. Возможно, появятся новые профессии убирать отходы за этой избранной элитой и будет очень распространена. А вот юристы, бухгалтера, дизайнеры и прочее, все это потихоньку исчезает, обесценивается, все можно найти и решить с помощью GPT, искусственного интеллекта. А нам остается только выживать, подстраиваться под эту элиту, искать без отдыха новые пути, способы выживания и надеяться на Господа Бога. И скоро наступит конец нашему видео. Напоследок поговорим, а что же говорит Библия на тему утилизации и вообще сокращения населения планеты. Но Библия, конечно, не использует термин «золотой миллиард», но в ней есть тексты, которые многие христиане рассматривают как противоречащие идеи, что ценности имеют только избранные, или что большое количество людей, перенаселение вообще является какой-то проблемой. В Библии сказано: «Все люди созданы по образу Божьему, и сотворил Бог человека по образу своему», сказано в Бытие. То есть смысл в том, что достоинство человека связано не с его полезностью для общества, не с богатством, не с происхождением, а с тем, что каждый человек создан по образу Божьему. Также Библия говорит о благословении на умножение населения. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. То есть здесь нет каких-то ограничений. То есть благословение – продолжение человеческого рода, а не его утилизация. Это не призыв, но это, конечно, не призыв к бесконечному росту любой ценой, но размножайтесь в разумных пределах, наполняйте землю. И Бог желает спасения всем людям. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А мы, простые люди, вот ученые, которые принадлежат к верхушке, к элите, они
за сокращение населения, за его утилизацию, стерилизацию. Об этом даже и резкие высказывания. Вот в нашем видео я их озвучиваю. Практически всех известных людей, пускай западных или американцев, но у них очень резкие высказывания. Это известные личности, они за сокращение населения всей планеты. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины. То есть здесь подчеркивается ценность каждого человека, а не только какой-то лучшей, так скажем, части человечества. Господь Бог подчеркивает в Библии любовь к ближнему. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», сказано от Матфея. Этот принцип, конечно, трудно совместим с идеей, что судьба огромной группы людей может игнорироваться ради благополучия золотого миллиарда. Бог нелицеприятен, ибо нет лицеприятия у Бога. Это означает, что Бог не делит людей на более и менее ценных, на лучших, худших по происхождению, богатству, национальности или социальному положению. Библия вообще не обсуждает современные демографические концепции, о чем я говорила выше, о чем говорили политики, ученые. Нет, они не обсуждают демографию. Однако последовательно утверждает Библия ценность каждого человека, призывает к любви к ближнему и не содержит идеи о том, что лишь только небольшая группа людей, какая-то элита, такого выражения вообще не существует в Библии, что она обладает большей ценностью по сравнению с 6-7 миллиардами населения планеты. То есть эти принципы часто приводятся как аргументы против любых взглядов, которые делят людей на достойных или недостойных жизни. Мира вам и добра, мои дорогие слушатели. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поддержите развитие нашего канала. Благодарю вас.